Урок 1. Парижские удовольствия. Посещая башню Лувра, не забудьте попробовать блюда французской кухни. Абсолютно. Я слышал, что еда там просто восхитительная. Да, наслаждение трапезы в такой исторической обстановке делает ее еще более особенной. Мне не терпится попробовать настоящие блюда, такие как круассаны и улитки. Точно. Все дело в том, чтобы познать культуру через еду. А атмосфера Парижа дополняет общее впечатление от ужина. Давайте составим список блюд, которые обязательно стоит попробовать в нашей поездке. Отличная идея. Я уверен, что это будет незабываемое кулинарное приключение. Я с нетерпением жду возможности насладиться всеми вкусами Франции. Урок 2. Традиция обмена подарками. Я слышал о замечательной традиции, когда люди свободно обмениваются подарками. Звучит как веселая традиция. Это должно принести столько радости всем участникам. Да, это создает дух щедрости и общности. Мне нравится, как это побуждает людей думать о том, что может понравиться другим. Точно. Это прекрасный способ укрепить связи и поделиться счастьем. Кроме того, это позволяет делать множество уникальных подарков, отражающих личные мысли. Да, и радость от дарения так же приятна, как и от получения. Я за участие в таких душевных традициях. Давайте планируем в ближайшее время запустить собственную версию обмена подарками. Урок 3. Размышления о выходных. Доброе утро. Как прошли выходные? Это было здорово. Я расслабился дома и немного почитал. Это звучит прекрасно. Какую книгу ты читал? Я прочитал детективный роман, который держал меня в напряжении. Я люблю хорошие загадки. Всегда интересно во всем разбираться. Да, и это идеальный способ расслабиться после напряженной недели. Я потратил свои силы на работу над некоторыми проектами, но мне это тоже понравилось. Замечательно. Баланс между работой и отдыхом очень важен. Абсолютно. Я готов приступить к предстоящей неделе с новыми силами. Урок 4. Виртуальное соединение. В последнее время мы довольно часто полагаемся на видеоконференции и приложения для обмена сообщениями. Да, удивительно, как технологии позволяют нам оставаться на связи даже на расстоянии. Я знаю, это позволяет нам беспрепятственно сотрудничать и общаться. Точно. Это стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Я ценю то, как это позволяет нам поддерживать отношения, несмотря на расстояние. Я тоже. Очень важно поддерживать связь с друзьями и семьей. Интересно, насколько больше мы будем полагаться на эти инструменты в будущем. Об этом интересно думать. Вероятно, технологии будут продолжать развиваться. Давайте примем изменения и воспользуемся нашими виртуальными связями по максимуму. Урок 5. Яркая городская жизнь. Вы когда-нибудь задумывались о оживленной городской жизни Японии? Абсолютно. Энергетика и культура там невероятно привлекательны. Вы можете исследовать Париж во Франции или Токио в Японии, оба имеют свое неповторимое очарование. Это правда.
Каждый город предлагает свой взгляд на городскую жизнь. Точно. В Японии сочетание традиций и современности завораживает. А в Париже искусство и кухня просто неотразимы. Я бы хотел попробовать уличную еду в обоих местах. Часто это лучшая часть. Я тоже. Знакомство с местными вкусами действительно погружает вас в культуру. Давайте планировать поездку в ближайшее время. Исследование этих городов звучит как приключение. Урок 6. Игровые технологии. Это впечатляет. Я также слышал, что у них есть более быстрые процессоры для плавной игры. Да, мощный процессор действительно улучшает игровой процесс. Это имеет огромное значение в производительности, особенно в динамичных играх. Точно. Никто не хочет иметь дело с задержками, когда они находятся в середине игры. Я согласен. Графика также имеет тенденцию быть намного лучше с более быстрыми процессорами. Да, яркие цвета и четкие детали действительно делают игровой процесс захватывающим. Я думаю, это удивительно, как технологии продолжают развиваться в играх. Абсолютно. Это открывает новые возможности как для разработчиков игр, так и для игроков. Не могу дождаться, чтобы увидеть, какие инновационные функции появятся дальше. Урок 7. Рекомендации по приготовлению морепродуктов. Обожаю морепродукты. Где бы вы порекомендовали попробовать это здесь? У гавани есть уютный ресторан морепродуктов, который, я думаю, вам понравится. Это звучит идеально. Вид должно быть потрясающий во время ужина там. Да, и у них ежедневно есть свежий улов, что имеет большое значение. Я не могу стоять перед хорошим блюдом из морепродуктов, особенно с чесночным маслом. Абсолютно. Их лосось на гриле также обязательно стоит попробовать, если вы любите рыбу. Я проголодался, просто думая об этом. Пойдем туда скорее. Определенно. Это будет восхитительный кулинарный опыт, который мы не забудем. Мне не терпится насладиться всеми этими восхитительными вкусами. Урок 8. Распорядок дня. С тех пор, как я начал новый распорядок дня, я определенно чувствую себя сильнее и энергичнее в течение дня. Это фантастика. Постоянный распорядок дня действительно может улучшить ваше общее самочувствие. Да, удивительно, насколько регулярные физические упражнения и здоровое питание имеют такое значение. Я согласен. Кроме того, это помогает улучшить ваше настроение и ясность ума. Точно. Я больше концентрируюсь на задачах и меньше утомляюсь. Это вдохновляет слышать. Какие виды деятельности вы включаете в свой распорядок дня? Я совмещаю кардио с силовыми тренировками. Это делает вещи интересными и сбалансированными. Это серьезный подход. Я бы с удовольствием присоединился к вам как-нибудь на тренировках. Абсолютно. Тренироваться с другом становится еще приятнее. Урок 9. Юмористический талант. Я слышал, что Гиберт обладал особым талантом к юмористическим стихам, он любил каламбуры. Это правда. Его сообразительность всегда вызывала смех у окружающих. Поразительно, как он мог превратить простую фразу во что-то смешное. Да, юмор действительно может поднять настроение и объединить людей.
Я восхищаюсь людьми, которые видят веселую сторону жизни и делятся ею с другими. Абсолютно. Это делает взаимодействие более приятным и запоминающимся. Мне бы хотелось услышать некоторые из его лучших каламбуров. Они должны быть веселыми. Могу поспорить, что они есть. Хороший каламбур может украсить любой день. Давайте следить за его работами. Звучит восхитительно. Урок 10. Планы переговоров. Если они предлагают меньше, чем ожидалось, есть ли у вас план? Да, я рассмотрю возможность переговоров по другим аспектам сделки. Это умно. Иногда гибкость может привести к лучшему общему согласию. Точно. Прежде чем принять решение, важно взвесить все варианты. Я восхищаюсь вашим подходом. Переговоры требуют как уверенности, так и стратегии. Спасибо. Я считаю, что очень важно отстаивать то, чего вы заслуживаете. Абсолютно. Четкое общение часто может привести к беспроигрышной ситуации. Я буду иметь это в виду, готовясь к предстоящим обсуждениям. Удачи! Я уверен, что вы успешно справитесь с этим. Урок 11. Кандидаты на выборах. По мере приближения выборов появился кандидат, пользующийся большой популярностью. Лоди. Ведущие республиканцы беспокоились о том, кого поддержать на праймерис. Это правда. Им часто необходимо сплотиться вокруг кандидата, который сможет объединить партию. Точно. Найти кого-то с широкой привлекательностью может оказаться непростой задачей. Особенно в условиях разделенного политического климата крайне важно делать мудрый выбор. Ладно, Лади. давайте будем в курсе событий о кандидатах и их платформах по мере продвижения. Урок 12. Непогода. Сегодня такой ветер. Вокруг действительно дует снег. Я знаю. Это мешает видеть очень далеко, не так ли? Да, видимость сейчас действительно плохая. Как думаешь, нам стоит подождать, прежде чем отправиться в путь? Это могло бы быть хорошей идеей. Безопасность на первом месте. Кроме того, здесь уютно оставаться дома и наслаждаться теплым напитком. Абсолютно. Чашка горячего кака сейчас звучит идеально. Давайте насладимся видом отсюда вместо того, чтобы бросать вызов погоде. Отличный план. Мы всегда сможем выйти, когда ветер утихнет. Урок 13. Отдых на природе. После долгой недели мне очень хочется расслабиться и полюбоваться прекрасными пейзажами. Это звучит прекрасно. У природы есть способ освежить разум и дух. Точно. На этих выходных я планирую пойти в поход, чтобы насладиться свежим воздухом. Отличная идея. Пребывание на свежем воздухе действительно может поднять вам настроение. Да и виды сверху всегда стоят затраченных усилий. Я хотел бы присоединиться к вам. Совместный поход сделает его еще более приятным. Абсолютно. Давайте спланируем это и проведем этот день. Я не могу дождаться. Это будет идеальный побег на природу.
Конечно, по пути мы создадим несколько замечательных воспоминаний. Урок 14. Важность физических упражнений. Тяжелая работа, которую когда-то выполняли люди, теперь заменена машинами. Да, но, несмотря на это, физические упражнения по-прежнему необходимы для поддержания здоровья. Абсолютно. Пока машины выполняют тяжелую работу, нам необходимо поддерживать активность нашего тела. Точно. Регулярные физические упражнения могут предотвратить многие проблемы со здоровьем и улучшить наше настроение. Я согласен. Удивительно, как физическая активность может улучшить наше общее самочувствие. Да, и это также может быть отличным способом снять стресс после долгого дня. Конечно, ключевым моментом является поиск способов включить движение в нашу повседневную жизнь. Давайте вместе регулярно заниматься спортом. Это может быть весело. Это похоже на план. Вместе мы можем мотивировать друг друга оставаться активными. Урок 15. Исследование тропы. В соседнем парке есть красивая тропа, которую нам стоит посетить. Это звучит чудесно. Во сколько нам нужно встретиться, чтобы поехать туда? Как насчет того, чтобы встретиться в 10 утра? Это даст нам достаточно времени для исследования. Идеальный. И я с нетерпением жду возможности насладиться свежим воздухом и природой. Я тоже. Это отличный способ расслабиться и ненадолго сбежать от города. Точно. Кроме того, ходьба по тропе — хороший вид физических упражнений. Да, и это отличная возможность встретиться и пообщаться. Я не могу дождаться. Обязательно возьмем с собой немного воды и перекуса. Отличная идея. Пока мы находимся на улице, важно соблюдать водный баланс. Урок 16. Планирование поездки. Если вы планируете поездку, я советую вам тщательно спланировать свой маршрут. Это умный ход. Очень важно изучить страны, которые вы хотите посетить. Да, знание культуры и достопримечательности может улучшить ваш опыт. Абсолютно. Полезно иметь список мест и мероприятий, которые обязательно нужно посетить. Я согласен. Это также позволяет эффективно управлять своим временем во время путешествия. Кроме того, это может спасти вас от стресса и замешательства в последнюю минуту. Точно. Хорошо продуманный план сделает поездку более комфортной. Давайте сядем вместе и наметим фантастический маршрут путешествия. Звучит как забавный проект. Мне интересно исследовать новое место. Урок 17. Долгие прогулки. Я покинул Квинстон рано утром и прошел 19 миль до района. Вау, это настоящий поход. Как для вас прошла прогулка? Это было сложно, но полезно. Пейзажи того стоили. Я могу себе представить. Прохождение такого расстояния, должно быть, дало вам время подумать. Определенно. Я наслаждался тишиной и покоем раннего утра. Это звучит прекрасно. Встречались ли вам по пути какие-нибудь интересные достопримечательности? Да, и я увидел несколько красивых пейзажей и встретил нескольких дружелюбных местных жителей. Это фантастика. Звучит как идеальный способ провести день.
Скоро мне придется сделать это снова, возможно, в следующий раз с какой-нибудь компанией. Урок 18. Анализируйте отзывы. Я отправлю его вам на рассмотрение перед нашей следующей встречей. Звучит отлично. Выскажу свои отзывы и предложения. Я ценю это. Конструктивная критика всегда помогает улучшить ситуацию. Абсолютно. Важно уточнить идеи перед их доработкой. Я хочу, чтобы все соответствовало нашим целям и задачам. Это отличный подход. Сотрудничество приводит к лучшим результатам. Да, и я с нетерпением жду ваших мыслей по этому поводу. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как мы можем улучшить проект вместе. Давайте поддерживать общение открытым по мере продвижения вперед. Урок 19. Позитивная командная культура. И давайте не будем забывать о развитии позитивной и инклюзивной командной культуры. Абсолютно. Это важно для построения крепких отношений внутри команды. Да, благоприятная среда побуждает каждого прикладывать все усилия. Точно. Когда люди чувствуют, что их ценят, они более мотивированы на сотрудничество. Я считаю, что мероприятия по построению команды могут укрепить эти связи. Это отличная идея. Веселые занятия могут разрушить барьеры. Да, и они помогают создать неизгладимые воспоминания у членов команды. Давайте придумаем несколько занятий, которые понравятся каждому. Я очень рад видеть, как эти усилия могут изменить динамику нашей команды. Урок 20. Развлечения на свежем воздухе. Абсолютно. Кроме того, нам не нужно беспокоиться о насекомых или погоде, находясь в помещении. Это правда. Приятно иметь контролируемую среду для нашей деятельности. Да, и это позволяет нам сосредоточиться на развлечениях, не отвлекаясь. Точно. Мы можем запланировать для команды увлекательные игры или мастер-классы. Мне нравится эта идея. Это будет держать всех вовлеченными и мотивированными. Кроме того, занятия в помещении по-прежнему могут быть такими же приятными, как и на открытом воздухе. Абсолютно. Творчество может превратить любое пространство в зону развлечений. Давайте скорее начнем планировать эти мероприятия. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как все отреагируют на наши идеи. Урок 21. Прибрежная рыбалка. Маяк является самым выдающимся сооружением от пейзажа захватывает дух. Это действительно так. Кроме того, в этом районе ловится хороший выбор рыбы, в том числе лосося. Это фантастика. Должно быть, это популярное место среди любителей рыбалки. Абсолютно. Многие люди приезжают сюда только для того, чтобы насладиться прекрасными возможностями для рыбалки. Я понимаю почему. Это идеальное сочетание активности и прекрасных видов. Да и в местных ресторанах обязательно подают свежую рыбу, выловленную в этот день. Определенно. Есть свежие морепродукты, наслаждаясь видом на океан, звучит восхитительно. Мне бы очень хотелось однажды поехать туда и попробовать свои силы в рыбалке. Давайте спланируем поездку. Это был бы отличный способ насладиться природой вместе. Урок 22. Приключения в городской жизни. Вы когда-нибудь задумывались о оживленной городской жизни Японии? Абсолютно.
Энергия и культура невероятно привлекательны. Вы можете исследовать Париж во Франции или Токио в Японии. Оба удивительные места. Это правда. Каждый город предлагает уникальный взгляд на городскую жизнь и культуру. Точно. В Японии сочетание традиций и современности интересно наблюдать. А в Париже арт-сцена и кулинарные изыски просто неотразимы. Я бы хотел попробовать уличную еду в обоих местах. Это часто отражает местную культуру. Я тоже. Знакомство с местным колоритом действительно улучшает впечатление от путешествия. Давайте запланируем поездку в один из этих городов в ближайшее время. Это похоже на приключение. Урок 23. Обновление для игр. Это впечатляет. Я также слышал, что у них есть более быстрый процессор для плавной игры. Да, мощный процессор действительно улучшает игровой процесс. Это имеет огромное значение в производительности, особенно в динамичных играх. Точно. Никто не хочет сталкиваться с задержками во время интенсивной игровой сессии. Графика также имеет тенденцию быть намного лучше с этими более быстрыми процессорами. Да, яркие цвета и четкие детали действительно погружают вас в игровой процесс. Я думаю, это удивительно, как технологии продолжают развиваться в играх. Абсолютно. Это открывает новые возможности как для разработчиков, так и для игроков. Мне не терпится увидеть, какие инновационные функции появятся в игровом мире дальше. Урок 24. Деликатесы из морепродуктов. Обожаю морепродукты. Где бы вы порекомендовали попробовать это здесь? На набережной есть уютный ресторан морепродуктов, который, я думаю, вам понравится. Это звучит идеально. Вид должно быть потрясающий во время ужина там. Да, и у них каждый день свежий улов, что имеет большое значение. Я не могу устоять перед хорошим блюдом из морепродуктов, особенно с чесночным маслом. Абсолютно. Их лосось на гриле также обязательно стоит попробовать, если вы любите рыбу. Я проголодался, просто думая об этом. Пойдем туда скорее. Определенно. Это будет восхитительный кулинарный опыт, который мы не забудем. Мне не терпится насладиться всеми этими восхитительными вкусами. Урок 25. Подготовка к собеседованию. Я немного нервничаю по поводу приближающегося собеседования. Это совершенно нормально чувствовать себя так. Для какой компании? Это технологическая фирма, которой я уже давно восхищаюсь. Это захватывающе. Знаете, какие вопросы они могут задать? Я изучил общие вопросы на собеседованиях, поэтому чувствую себя готовым. Большой. Вы также подготовили несколько вопросов, чтобы задать им. Да, я считаю важным проявить интерес к компании. Абсолютно. Это показывает, что вы искренне заинтересованы в этой роли. Я также тренирую свои ответы с другом, чтобы получить обратную связь. Урок 26. Вечер пиццы. Это была долгая неделя. Давай сегодня вечером остановимся на пицце. Пицца звучит идеально. Должен ли я позвонить, чтобы разместить заказ? Да, пожалуйста. Какую начинку вы хотите на этот раз? Я чувствую себя классической пепперони, а ты?
Я мог бы выбрать вегетарианский вариант. Я люблю свежесть. Хороший выбор. Миксовать всегда весело. Хотите добавить кусочек чесночного хлеба? Определенно. Так блюдо будет еще вкуснее. Я разрешу тебе сделать заказ и накрою на стол. Урок 27. Расширение продуктов. Я думал о нашей линейке продуктов. Нам следует расширить его. Это хорошая идея. Это поможет привлечь больше клиентов. Точно. Какие новые продукты, по вашему мнению, нам следует представить? Может быть, какие-нибудь экологически чистые вещи. Они сейчас очень популярны. Мне нравится эта идея. Это соответствует нашей приверженности устойчивому развитию. Кроме того, это показывает, что мы заботимся об окружающей среде. Абсолютно. Мы могли бы рекламировать это как ответственный выбор. И это бы отличало нас от конкурентов. Давайте обдумаем больше идей и составим предложение. Урок 28. Здоровье имеет значение. Учитывая все происходящее, очень важно заботиться о своем здоровье. Я полностью согласен. Важно как физическое, так и психическое здоровье. Как, по вашему мнению, мы можем оставаться здоровыми в это время? Регулярные физические упражнения и сбалансированное питание могут иметь большое значение. Абсолютно. Кроме того, очень важно высыпаться. Да, и нам также следует найти время, чтобы расслабиться и отдохнуть. Определенно. Психическое здоровье так же важно, как и физическое. Мы могли бы даже начать вместе заниматься оздоровлением. Это звучит фантастически. Давайте составим план поддержки друг друга. Урок 29. Проблема общения. Я встретил человека из другой страны, и это было увлекательно. Это звучит интересно. Как прошел разговор? Он ответил на наши вопросы по-английски, хотя и немного с трудом. Это впечатляет. Замечательно, что он пытался общаться. Да, это показало его готовность связаться с нами. Языковые барьеры могут быть трудными, но их можно преодолеть. Абсолютно. Все дело в терпении и понимании. И это замечательный способ узнать о культурах друг друга. Определенно. Мне нравится слушать истории из разных слоев общества. Урок 30. Политическая надежда. В наше время политикам жизненно важно вселять надежду. Абсолютно. Людям необходимо с оптимизмом смотреть в будущее. Это правда. Без надежды трудно поверить в прогресс. Да, лидеры должны сосредоточиться на объединении людей ради общих целей. Определенно. Сотрудничество может привести к положительным изменениям. А прозрачность в общении может укрепить доверие граждан. Точно. Нам нужны лидеры, которые искренне слушают людей. Это важно для создания светлого будущего для всех. Я надеюсь, что больше политиков осознают важность своей роли. Урок 31. Планы встреч. Думаю, нам предстоит обсудить много важных вопросов по этому проекту.
Идеальный. Давайте запланируем встречу на начало следующей недели, чтобы мы могли обсудить все. Как звучит понедельник? Я могу быть свободен во второй половине дня. Мне подходит понедельник, но я предпочитаю утро, если это возможно. Конечно, скажем, тогда 10 утра. Это дает нам достаточно времени, чтобы обсудить детали. Большой. Я подготовлю повестку дня, чтобы мы не пропустили ничего важного. Это звучит как твердый план. И я ценю вашу организацию. Это действительно помогает команде. Спасибо. Я считаю, что хорошо структурированная встреча приводит к лучшим результатам. Абсолютно. Я готов вместе решить все вопросы, которые у нас есть. Урок 32. Единство в разнообразии. Крайне важно, чтобы мы представляли все голосы в нашем сообществе, включая рабочую оппозицию и либералов. Да, единство необходимо для прогресса нашей страны, и нам нужно работать вместе. Как, по вашему мнению, мы можем способствовать улучшению сотрудничества между различными группами? Я верю, что открытый диалог и общие цели могут помочь преодолеть разрывы между нами. Это отличный момент. Возможно, организация общественных форумов могла бы облегчить эти дискуссии. Точно. Это позволит каждому высказать свое мнение и почувствовать себя услышанным. Я согласен, и это также может привести к инновационным решениям общих проблем, с которыми мы сталкиваемся. Да, и демонстрируя наше единство, мы можем вдохновить других присоединиться к движению за перемены. Вместе мы сможем по-настоящему представить силу и разнообразие нашей нации. Урок 33. Садовые мечты. Я очень в восторге от вашего садового проекта. Будет здорово увидеть, как он процветает. Спасибо. Я планировала это несколько месяцев и не могу дождаться, чтобы увидеть цветение цветов. Вы уже решили, какие растения посадите в своем саду? Да, я думаю начать с ярких подсолнухов и трав, таких как базилик и мята. Это звучит фантастически. Подсолнухи такие жизнерадостные, а для приготовления отлично подойдет свежая зелень. Точно. Кроме того, я хочу создать спокойное пространство, где я смогу расслабиться и насладиться природой. Обязательно стоит предусмотреть скамейку или небольшой уголок для отдыха. Это идеально подходит для отдыха. Отличная идея. Я уже представляю, как пью чай в окружении прекрасных цветов. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как процветает ваш сад и услышать обо всех ваших садовых приключениях. Урок 34. Тайна разбитой чашки. Вы не поверите, что произошло ранее. Я нашел разбитую чашку на кухне. О, нет, это был ваш любимый. Как это произошло? Не моя. Мой брат сказал, что он этого не делал, а сестра настаивала, что это тоже не ее вина. Это звучит как классический случай вины. Что ты сказал в ответ? Я сказал, что это я нашел его, но понятия не имел, как он сломался. Всегда сложно, когда все заявляют о своей невиновности. Вы поняли это? Еще нет. Я подумываю организовать небольшое расследование, чтобы раскрыть правду. Это может быть весело. Возможно, в процессе вы откроете скрытую семейную тайну. Кто знает. Но, по крайней мере, это внесет немного веселья в наш день.